Привет, друзья! Сегодня я буду делать, вернее, украшать рамочку для фото. У меня старая рамочка, и я хочу ее сделать поинтересней. Покажу, как это делаю я. У меня много видео в такой технике. Можете повторять, можете добавлять свои идеи. Итак, поехали. Для начала, так как у меня рамочка покрыта лаком, здесь уже он подтерся, наверное, но лак я сниму. Если у вас новая рамочка, то, конечно, этого делать не нужно. Снимаю просто верхний слой лака. Вот оно встает такое матовое. Зачистила. Вытираю пыль влажной салфеткой. Так, пока высыхает, после того, как я вытерла влажной салфеткой, я придумываю, что я тут буду делать. В принципе, идея есть, но, возможно, буду что-то добавлять, менять. Я буду использовать скорлупу от фисташек. Я буду делать вот такие цветочки. Подбираю примерно одинаковой величины. Так, ну вот так. Неплохо. Серединку можно сделать из зерен кофе. Выбираю более круглые. Например, можно так. Можно серединку сделать, вот смотрите, есть у меня, не знаю, с какой-то одежды вот такие вот камушки. Откуда-то, ну то есть я ничего не выбрасываю просто так, что-то сносилось и что-то интересное на вещах я отрезаю, оставляю, потом вот использую в своих разных поделках. И вот эти камушки можно в принципе взять, попробовать. Ну вот есть такие, ну это большой, есть поменьше, вот такие тоже пришиваются, тоже откуда-то. Откуда-то я это взяла, с какой-то одежды. Вот можно вот так. Но мне нравится именно этот, потому что он повыше идет, побольше. И как-то поинтереснее смотрится, на мой взгляд. Можно зерна кофе, повторюсь. Но я решила сделать с такими камнями. Оно будет блестеть, будет красиво. Так. Можно такие бабочки сюда добавить. По краям это босоножки у меня были. И на босоножках были вот такие бабочки. Теперь можно их сюда приклеить, использовать. Так. Можно сердечки приклеить. Можно при помощи шнурка, можно тоньше брать, толще, то есть смотреть, какой вот этот, наверное, получше сюда подойдет, и сделать какие-то там завитушки. Ну вот так. А можно, вот смотрите, я никогда не выбрасываю, я же говорю, вещи. Вот это джинсы были, да, на кармане вот такое было, я оставила. Это то ли трусики были, наверное, трусики, или может быть маечка, я уже не помню. Смотрите, какая красивая структура. Вот здесь идет и сердечки. Можно вот так наклеить сюда, да, например, вот так кусочек сердечка и вверху. Можно даже губки такие вот сюда. Ну, в общем, подбираем все, что имеем. Вот еще есть вот такие тоже цветочки можно вот так наклеить. Тоже будет неплохо смотреться. Ну, в общем, выбираем, что нравится. Итак, я включила сейчас греться клеевой пистолет. И начнем приклеивать.
клей нагрелся и приклеиваем. Аккуратно, так как горячий клей. И, наверное, все-таки использую вот эти вот сердечки. Вот так. Стоп. Вот так. И теперь буду приклеивать. Приклеивать я буду не клеевым пистолетом, а при помощи клея ПВА. Беру клей ПВА и развожу с водичкой. Если у вас жидкий клей ПВА, можно не разводить. Развожу примерно 1 к 1. У меня здесь была вода, я уже подготовила. На глаз, чтобы он был не густой. Вот так. И вот так начинаем приклеивать. Прям хорошо пропитываем клеем. Вот так. И теперь оставляю высохнуть. Итак, высохло. Вот. Вот так получилось. И теперь покрасим все. Можно было бы покрасить, конечно, и белой краской, но я не стала зачищать темный этот цвет. И боюсь, что... Ну и плюс у меня вот само кружево тоже такое черное. Могут оставаться какие-то моменты, поэтому не будем делать сильно грубо. Я возьму коричневую, вот такую акриловую краску и белую. Я разведу, сделаю коричневую немножко светлее. Какую-то емкость. Сейчас нужно белую перемешала, а коричневую нет. Нужно хорошо перемешать перед тем, как красить будем. Так, делаем нужный цвет. Перемешиваю, смотрю, еще добавить белой или достаточно. То есть делаю более светлый, коричневый. Такой шоколадный цвет получился, молочный шоколад. Ну, в принципе, наверное, вот такой цвет я и оставлю. И да, перед тем, как я буду это все красить, нужно заклеить вот эту вот рамочку, чтобы, ну, все равно можно на нее заехать. Для этого лучше использовать малярный скотч, но он у меня закончился, поэтому есть вот такие листики, на которых тоже есть клейкая такая основа. И заклеиваем. Так, заклеили. И теперь можно красить. Еще раз хорошо перемешиваю краску.
Вот так получилось, и оставляю до полного высыхания. Итак, высохла краска. И теперь беру краски металлик. Можно выбрать оттенок, какой хотим. Но так как у меня здесь на рамочке серебро, вот окантовочка, то, наверное, серебро я и буду брать. Вот есть светлое серебро и есть темное серебро. Ну, попробую для начала светлое, ну, а там посмотрим. Возможно, что-то поменяем. Наношу краску на лист бумаги. И так полусухой кисточкой, чтобы начинаем украшать, придавать яркости нашей рамочке. Так, теперь беру ушные палочки, так, чтобы не сильно текла с них водичка, и начинаем отмывать от краски камушки потихоньку. Теперь, когда все подкрасили, можно убирать листочки. Или если вы используете малярный скотч, то убираете малярный скотч. Вот так получилась рамочка после того, как я оттерла все недостатки, да, которые были, где-то краска попала. Ну и вот так смотрится. И плюс еще, смотрите, у меня вот царапки есть, рамка не новая, и вот здесь по этой внутренней рамочке, да, вот у меня царапки. И я решила попробовать, вот я наклеила одну полосочку, продаются такие декоративные наклейки, вот полосы, они разные есть, цветные, и я беру, которые просто прозрачные, и наклеиваю. Вот такими полосками они идут. И аккуратненько, они самоклеющиеся, то есть ни клей, ничего не нужно. Приклеиваем. Вот так. Лишнее сейчас отрежу. Ну и вот итог моей работы полностью. Вот так смотрится. Надеюсь, все видно. Красиво, мне нравится. Ну и жду обязательно от вас комментарии. Как вам понравилось, не понравилось? Пишите обязательно, мне всегда интересно знать ваше мнение. Всем спасибо за внимание, берите за идею, добавляйте ваши фантазии. Не забудьте этим видео поделиться с друзьями, чтобы побольше увидела людей это видео и могли взять себе тоже за идею. Также не забудьте подписаться на канал, если вам было интересно, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Ну и подпишитесь, конечно, в Инстаграм. И также есть группы в разных соцсетях, ссылки на которые в шапке канала. Всем спасибо. Пока-пока.